Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я хотела бы представить колоду от издательницы Таро Светлого Провидца, Таро Музы и Оракула Священных Творцов Крис Энн и издательства Hay House. The Tarot of Curious Creatures. Таро любопытных существ. Премьера данной колоды состоялась 14 сентября 2021 года. Колода поставляется вот в такой плотной матовой упаковке, которая состоит из двух частей. Крышка здесь прилегает плотно, но не всегда легко открывается, поскольку вырезы вот эти для пальцев недостаточно глубокие. С обратной стороны мы видим миниатюры 4 карт и описание. Любопытные и причудливые персонажи этой колоды из 78 плюс одной карты и МБК с их просветляющими беседами и мудростью представляют собой странно знакомый поворот к традиционному Таро. Отправляйтесь вместе с этими дружелюбными существами в путешествие в центр вашей истины и позвольте им направить вас к раскрытию вашего внутреннего знания. Открывая крышку, мы видим рисунки 4 мастей, и еще вот здесь есть надпись, в которой говорится: «И она обещала быть любопытной, ибо это восхитительное чудо питало ее душу». Дальше мы видим маленькую белую книжечку с плотной обложкой, состоящей из 163 страниц. Инструкция стандартная, без рисунков, черно-белая. МБК состоит из содержания, вступления, в котором кратко описана колода, как начать с ней работать, как связаться со своим любопытным гидом, как с ней работать, на какие вопросы вы должны сами себе ответить, чтобы понять суть ситуации и чтобы стать на путь интуитивного чтения. Дальше. Раздел, касающийся того, на какие темы вы можете делать расклады с данной колодой. Раздел, как работать с вашим любопытным гидом, то есть о технике разговора с вашим, скажем так, гидом или путеводителем, о том, что нужно использовать интуицию, обращать внимание на символизм. В данном случае это мордочки существ. Дальше. Кратко о прямых и перевернутых арканах. Здесь они называются голова и хвост. И примеры раскладов. Однокарточные, 3 трехкарточные расклады и 5-карточные. Дальше у нас краткое описание старших арканов и интерпретация непосредственно самих карт. Прежде чем мы приступим к интерпретации нулевого аркана, я хотела бы сказать, что в колоде есть 2 карты шута. Это нулевой и 22-й аркан. Соответственно, вы можете использовать доп. Карту по собственному желанию, поскольку значение именно нулевого аркана по классике, я прочту значение именно дополнительной карты. Итак, дурак. 2-я версия. Голова, то есть прямое значение. Дежавю. Подготовка к приключениям и переменам. Начало нового, но уже знакомого путешествия. Приобретение новых навыков, потенциал и возможности. Очередной прыжок веры, доверие Вселенной.
Переход на новый уровень осознания, обновление и вознесение, новые энергии, рост, расширение, повторение циклов. Хвост, то есть перевернутые значения. Повторение уроков, замедление, чтобы посмотреть, прежде чем прыгать. Время размышлений. Убедитесь, что у вас есть все необходимое. Отсутствие направления, наивность, безрассудство. Убедитесь, что вы узнали все, что хотели узнать, прежде чем прыгнуть в пропасть. Как мы видим, у нас прямые перевернутые значения, да, прописаны в форме ключевых слов. Дурак завершает мажорные арканы, обозначая начало и конец. И по мере того, как мы проходим через уроки жизни, мы замечаем, что наше обучение бесконечно. Повторяются ли в вашей жизни одни и те же истории снова и снова, уроки которых вам действительно необходимо усвоить? Или вы движетесь вперед, постоянно развиваясь и учась быть лучшим человеком, как один из хранителей и распорядителей жизни на планете Земля, вы всегда одарены возможностью эволюции. Если хотите, вы можете прочитать также за интерпретацию дурака именно нулевого аркана, осознав, что это новое начало, к которому вы приступаете, является новым уровнем. Вы готовы вилять счастливо хвостом и прыгнуть в совершенно новый опыт, совершенно новый цикл, поднявшись на уровень выше того, где вы когда-то были. Подумайте об энергии вознесения, расширенном сознании и даже спиралевидной природе самой эволюции. Теперь, когда вы обрели новую пару ног, пришло время их использовать. Беседы с собакой, версия 2, можно сказать так. То есть это у нас вопросы, на которые нужно ответить самому себе. Как то, что вы делали в прошлом, подготовило вас к сегодняшнему дню? И как вы будете применять свои знания и уроки, чтобы проложить путь к тому, что вас ждет? Есть ли у вас ощущение, что вы уже были здесь раньше? Видите ли вы повторяющиеся циклы перемен в своей жизни? Но и таким образом у нас прописаны и остальные арканы. Я думаю, что МБК все-таки стоит внимания, хотя бы для того, чтобы благодаря подразделу беседы, да, прописаны вопросы, благодаря им вы можете по-новому посмотреть на те или иные карты, или же на ту или иную ситуацию. Ну и в конце у нас благодарности и информация об художнике и авторе. Ну что ж, давайте переходить к картам. На дне коробки вы можете найти также QR-код, который перекидывает вас на официальный сайт автора, и вы там можете ввести свои данные, и вам вышлют на почту дневник, соответственно, в электронной версии, который можете распечатать и в нем писать свои наработки к данной колоде. Ну а мы переходим к обзору качества данной колоды. Итак, срез здесь немного шершавый, не такой приятный на ощупь, как в ранних колодах данного издательства. Карты здесь тонкие в сравнении с предыдущими колодами данного автора. Вот таким образом выглядит рубашка. Знаете, мне больше все-таки рубашка напоминает Таро Музы, да, исполнена в стиле Таро Музы. Карты, как вы видите, матовые, они тоньше, они гибкие, качество цветопередачи и печати отличные, но рамки в старших арканах практически на всех сдвинуты. Вот вы можете это очень хорошо увидеть вот на этой карте. Если вы смотрели мои другие видео оракулов
последних оракулов от данного издательства, от Колин Баррен Рид, я возмущалась, что качество плохое. Так вот, я думала, что проблема только именно в колодах Колет, да? Но похоже, что здесь проблема в самом издательстве. Качество картона, скажу честно, паршивое, ну а срезы без комментариев. Ну что ж, давайте не будем о плохом, а поближе познакомимся с арканами. И да, обратите внимание на рамки до 20-го аркана. Итак, поехали. Дурак, да, сразу вам показываю две версии. Кстати, этот пес очень, голова этой собаки, да, очень напоминает моего щенка подголянской овчарки, у него такие же лопатые уши. Кстати, если кто-то хочет собаку не такую, как у всех, большую, красивую, семейную, напишите в комментариях, а я попробую познакомить вас с моим террористом в обличии ангела, а также более подробно расскажу об этой породе. Маг. Верховная жрица. Императрица. Император здесь бесподобен. Иерофант. Очень все-таки непривычно видеть иерофанта в таком обличии. Знаете, как учитель аэробики. Влюбленные. Колесница. Сила. Отшельник. Колесо фортуны. Справедливость. Повешенный. Смерть. Умеренность. Дьявол. Башня. Звезда. Луна. Я прошу прощения, у меня там собака, щенок бунтует. Солнце. Суд. Мир.
Туз жезлов. Знаете, мне очень нравится, что вот сделано так, что вот элементы некоторые с карт выходят за рамки самой карты. Если мы возвращаемся к теме рамок, то вы уже можете увидеть, что дальше рамки выровнялись. Может, это для кого-то мелочь, но, знаете, когда покупаешь колоду, то все-таки ожидаешь лучшего качества. Четверка жезлов. Пятерка жезлов. Шестерка жезлов. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Очень символично, да, на восьмерке жезлов, скажем так, это быстрая карта, да, и изображена черепаха. Хотя некоторые черепахи достаточно быстрые. Есть и такие экземпляры. Ну да ладно. Девятка жезлов. Ой, знаете, вот девятка жезлов у меня именно эта карта ассоциируется с, если я не ошибаюсь, это была тоже девятка жезлов Таро обнаженного сердца. Десятка жезлов. Прошу прощения, паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Король жезлов. Если у кого-то есть колода Таро обнаженного сердца, тот увидит подобие между тузами кубков в той и в этой колоде, а именно элемент осьминога. Двойка кубков. Тройка кубков. Четверка кубков. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Семерка кубков. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Десятка кубков. Паж кубков.
Рыцарь кубков, королева кубков. Какая она милая. Супер. Мне очень нравится королева кубков в данной колоде. Я, честно говоря, всегда при выборе колоды смотрю на королеву Пентакли, потому что я земной знак. Здесь я прям влюбилась в королеву кубков. Король кубков. Туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. Это же... Эта карта про меня. Кто любит поспать, тот я. Пятерка мечей. Тоже прикольная карта. У меня почему-то первая мысль возникла, когда я увидела пятерку мечей. Это слон и моська. Шестерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Десятка мечей. Паж мечей. Рыцарь мечей. Королева мечей. Король мечей. Туз пентаклей. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четверка пентаклей. Пятерка пентаклей. Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Девятка пентаклей. Десятка пентаклей. Паж пентаклей. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. И король пентаклей. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что колода, она достаточно
легкая, прикольная, но качество здесь немножко хромает. Hay House все-таки сдает позиции. Как мы видим, карты выполнены в стиле коллажа, как и Таро Музы. Если вы хотите что-то яркое, нетипичное, если вы любите компьютерное, цифровое искусство, хотите больше цветов, сочности, тогда рекомендую данную колоду. Но не рекомендую все-таки ее новичкам. Скажу честно, я люблю все колоды Крис Энн, кроме Оракула, поскольку я его не покупала, ну, не откликнулся он мне. Но вот качество в этой, ну, не очень. Да, и рамки съехали, знаю, может мелочь, может цепляюсь, но, знаете, какое-то такое вот неприятное послевкусие. Здесь большой минус самому издательству. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта колода, какие ощущения вызвала. А я благодарю всех за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.